Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас и нашу общую аудиторию. Напоминаю, что я миротворец, христианский пацифист и гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет». Ну, еще и историк. А события это исторические происходят сейчас. Историк, политолог, конфликтолог. Да. Кажется, на мгновение показалось, что войну продлили еще на полгода, на год, на полтора. Причем это решение выработано сообща вместе с европейскими партнерами. Неделя прошла с вашингтонских встреч, да, вот этой коллективной, так сказать, просьбы к Трампу продолжать войну, помогать или хотя бы не мешать. И я так понимаю, что все смирились с мыслью, что война будет продолжена на достаточно продолжительный период времени. Но вот хоть убей, не могу понять почему. Вот хоть убей, не могу понять, почему волна миротворчества, хоть и высока, но отступила от берега Украины. Телеграм-канал «Станкевич объясняет» в моем лице отвечает на ваш вопрос и объясняет, почему. Откуда берутся вот все эти игры о длительности войны, когда заканчивать, как завершать, как оформлять, а может быть еще продолжить, потому что вот сейчас неудобно, а после какие-то необходимые условия созреют и будет удобно. Вот давайте немножко пройдемся вот по этой прикладной конфликтологии. Смотрите, что Соединенные Штаты намерены выйти из войны. Частично они это уже производят из прокси-войны, которую они ведут против России на территории Украины. И в основном, к сожалению, руками украинцев. И эта война, которую они воспринимают как ненужную, как войну Байдена, ее надо завершить. Решение о завершении и о выходе Соединенных Штатов принято в Вашингтоне. Вопрос как? На эту тему есть классический сценарий Киссинджера, великого Генри Киссинджера, о том, как выходить из войны, снимая с себя ответственность. Этот сценарий Киссинджер реализовал вот начиная с 1969 года, когда он стал сначала госсекретарем, а позже он еще и стал советником по нацбезопасности. Значит, как он осуществил этот сценарий? Тогда Соединенные Штаты вели реальную войну во Вьетнаме. На первом этапе вьетнамизация войны. То есть, передача всей ответственности вот этому местному клиентскому режиму в виде Южного Вьетнама. Соединенные Штаты поэтапно свои войска оттуда выводят, сокращают материальную помощь поэтапно и одновременно ведут переговоры с противником, с Северным Вьетнамом. О чем? О создании интервала снятия ответственности, ИСО, интервал снятия ответственности. То есть, вот мы все окончательно вышли, мы все передали местному клиентскому режиму, и кто там ему еще помогает. Да? Дальше нам нужен вот интервал значительный, чтобы все поняли, что остальное происходит уже без нас, и дальше пусть режим рухнет, но уже не под нашу ответственность. И все так и произошло. Вьетнамизация была завершена, параллельно шли переговоры. 1973 год. Киссинджер подписывает Парижские мирные соглашения, получает Нобелевскую премию мира. Режим рухнул через практически почти 2 года в 1975 году. И Соединенные Штаты эвакуировали только посольство уже. Вот когда мы видим эти кадры с крыши посольства, там спускают флаг, американцы улетают на последних вертолетах на корабли. Значит, но это уже эвакуация посольства. Штатов там уже как военной единицы не было. Вот эта операция, когда ты сначала провел вьетнамизацию, потом договорился с противником, создал себе интервал снятия ответственности, получил премию, дистанцировался, ушел, а режим рухнул, она с тех пор вошла в учебники по прикладной конфликтологии. Вот так надо выходить из экспедиционной войны. Попытались Соединенные Штаты нечто аналогичное провести в Афганистане. В Афганистане в 2020 году не получилось.
Тогда, напоминаю, почему сейчас это важно, потому что 31 августа годовщина трагической эвакуации Соединенных Штатов из Кабула. 31 августа. Это было в 2021 году. Значит, в 2020 году, в феврале, Дональд Трамп подписывает с талибами соглашение, договор о установлении, так и назывался договор, об установлении мира в Исламском Эмирате Афганистан. Там были, кстати, и секретные приложения. Интересно бы их потом почитать как-нибудь. Значит, в чем смысл? Соединенные Штаты получали интервал снятия ответственности примерно в 1,5 года. Пока все по сценарию Киссинджера. Поэтапно Соединенные Штаты выводят свои войска и сдают 5 баз, которые у них там находились. Все должно завершиться было в 14 месяцев к маю 2021 года. После этого, как клялось ЦРУ, режим должен был продержаться как минимум 7 месяцев, а желательно даже чуть больше. Это вот интервал снятия ответственности. Но все пошло не так, потому что режим посыпался, как только началась афганизация войны. Вот на этапе афганизации, поэтапного вывода и передачи ответственности, режим посыпался, как только почувствовал, что его бросают. И в итоге катастрофно выходили, и произошла вот эта катастрофа августа 2021 года на глазах у всего мира, и снять ответственность не удалось, но она, правда, упала уже на Байдена. Трамп, как вы помните, не получил власть в 2020 году. Может быть, и в этом смысле ему где-то и повезло. Везунчик Дональд. Так вот, сейчас Соединенные Штаты выбирают сценарий для выхода из прокси-войны, которую они вели. Байден затеял и вел руками украинцев прокси-войны на территории Украины. Желательно выйти по классическому сценарию Киссинджера с достаточным интервалом снятия ответственности. Сейчас Соединенные Штаты проводят европеизацию этой войны, а сами дистанцируются. Это идет пока туго довольно, но намерен Трамп это вот завершить в какие-то ближайшие месяцы. Ну, погодите, почему туго? Давайте разбираться, потому что... Ну, сейчас я просто доскажу вот эту часть, а потом будем разбираться. Замысел Соединенных Штатов. Одновременно, внимание, Пит Хексет во главе межведомственной группы специалистов ведет расследование афганской катастрофы. Почему все-таки все пошло не по плану? Почему не по Киссинджеру пошла эвакуация из Афгана? И расследование они ведут тщательно, планируют, как заявил недавно Хексет, завершить к середине 2026 года. Но у них нет этого времени. Надо поторопиться. И надо действительно форсировать европеизацию войны, дистанцирование, чтобы был достаточный интервал снятия ответственности, чтобы режим продержался хотя бы полгода после того, как Штаты окончательно выйдут, режим в Киеве в данном случае, и чтобы вся ответственность уже была на Европе, которая к тому времени должна всю тяжесть на себя взять. Такой сценарий, и как при этом избежать того, чтобы сорваться в какое-то подобие афганской катастрофы, вот этим заняты сейчас вашингтонские стратеги. Вот так я немножко изложил то, чем занимается Трамп, и почему вот здесь постоянные метания, а вот сейчас завершать войну, чуть позже завершать, а сколько у нас месяцев осталось, на ком ответственность. Вот все эти маневры риторические, которые мы видим на дипломатической авансцене, они все вокруг этого скрытой этой работы над сценарием выхода из войны. Почему вы считаете, ну и так принято считать, может быть, вы не 100% тоже придерживаетесь этого мнения, но тем не менее, что перекладывание ответственности за войну на Европу означает ее конец? Ну или там крах режима Зеленского. Ну смотрите, какие объятия
Не сразу, нет, месяцы всем Мерц должен выходит, продержаться. говорит: слушайте, все, сворачиваем социальное государство в Германии, выплачивать мало что будем, теперь надо пересматривать вообще политику. Но Украине денежки пообещали в следующем году и через год по 9 миллиардов. Это достаточно крупная сумма, ввиду того, что, с одной стороны, понятно, да, для Европейского Союза, для там такой экономики, как Германия, вроде как не шибко большой подгон, но если так... Сегодня большой. Но Сегодня уже. по сегодняшним деньгам это достаточно крупные суммы, которые будут у тех же немцев вызывать вопросы, потому что это все один... Ну, то есть сегодня Мерц говорит о том, что сворачиваем льготы, пособия и все остальное, а завтра появляется, как это, на полустаночке министр финансов в Киеве и говорит: мы будем с вами до конца, вот вам деньги. Плюс шведы дали деньги. Урсула со своей программой перевооружения Европы, это ведь тоже нацелено на Украину. В общем, Европа достаточно, может быть, серьезно настроена, чтобы подставить плечо и быть опорой для Зеленского. Вот именно поэтому он себя так уверенно чувствует, именно поэтому он, собственно, обходит, ну, не будем говорить срывает, потому что... Разве можно сорвать то, из чего Трамп уходит, да? То есть срывает все вот эти, казалось бы, очень серьезные мейнстримные вещи, там, движение к миру, и, в общем-то, продолжает свой путь вместе с европейскими партнерами. И вот тут же главный момент. Недооцениваем ли мы Европу в плане помощи и затягивания, ну, там, убийства украинцев и россиян где-то восточнее Днепра? Ну вот мы попытались, так сказать, сыграть немного за Соединенные Штаты, вскрыли, что происходит там. Это, кстати, несложно для тех, кто глубоко и серьезно и долго изучает и Соединенные Штаты, и вот то, как происходят такого рода конфликты. А вот немножко сложнее сейчас сыграть за Европу, потому что нет единого игрока. В Соединенных Штатах Америки все консолидировано вокруг Трампа. Да, там есть группа его ближайших соратников, там есть Рубио, Джеймс Вэнс, ближайший помощник вице-президента, там есть Пит Хексет, на котором сейчас расследование афганской катастрофы. Вот. Но все сосредоточено на Трампе, и там есть некая единая воля и некое единое, в конце концов, целеполагание. При всем разнобое риторических заявлений, которые часто вводят в заблуждение сторонних и поверхностных наблюдателей, все-таки единая воля и логика прослеживается. Где-то у них там есть аналитический штаб, мы его просто не видим, экспертный штаб, который все это сводит воедино и выстраивает все-таки логику сценария. А вот что касается Европы, такого единого штаба нет. И здесь разноголосица реальная абсолютно. И здесь разброд и шатание тоже абсолютно реальны. Но Европа едина в двух вещах. Во-первых, мы сейчас принять на себя ответственность не готовы. Во-первых, потому что долго с нашей помощью Киев не продержится. А во-вторых, нам нужно больше времени еще и для того, чтобы самим перевооружиться. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы Киев продержался подольше и при этом не отпускать Штаты. Потому что сами не продержимся. Они это понимают. Вот это печальное покаяние канцлера Фридриха Мерца, это войдет тоже в исторические учебники, как знаменательный, символический эпизод. Сейчас чуть позже я скажу. Сначала в целом о Европе. Значит, есть Евротройка. Это Британия, Германия, Франция. Но лидерские качества у руководителей этих политических систем только, пожалуй, у
Фридриха Мерца, потому что провал в Британии и трагедия национальная во Франции, то, что там происходит. Поэтому Британия вообще не будет серьезным каким-то самостоятельным игроком, а Франция станет самостоятельным игроком только в 1927 году после ухода Макрона и окончания его бесславного президентства. А вот Германия сейчас может взять на себя лидерство, если Мерц вот после этого своего замечательного покаяния символического, если дальше сделает из него практические выводы, не поплывет просто по течению. Вот. А в целом Европа сейчас хотела бы любой ценой замедлить хотя бы, а может быть и предотвратить вот это дистанцирование Трампа и Америки от конфликта. Трамп ведь что им сказал, когда они хором приехали всей европейской агитбригадой в Вашингтон, сопровождая, значит, президента Зеленского, они чего хотели-то? Они хотели следующего. Давайте мы все-таки окажем военно-политическое давление на Москву. Москва желает, готова в качестве компромисса зафиксировать управляемое неполное поражение. Вот. И она готова хоть завтра это подписывать. Она готова сказать, что да, я не пойду до Львова, а тем более до Ла-Манша, и готова поклясться, там есть землю возле Днепра и, значит, все необходимые гарантии дать, причем совершенно серьезные, но фиксируем это как управляемое неполное поражение. А для Москвы это означает, тоже, может быть, подробнее скажем позже, но означает, что коренные причины сначала, территориальные потом. Это не территориальная сделка. А вот Европе как раз это не нравится. Европа в принципе готова на территориальную сделку. Вот что отвоевали, пусть забирают. А остальная Украина – это наша сфера влияния. Мы там сохраняем бандеровский заповедник. Ничего не трогаем в этом плане. Так сказать, идеология прежняя. Проект государственный остается прежним. Вот мы все это восстановим, разминируем, перевооружим, переобучим, укрепим, и отсель грозить мы будем... Ну, погодите, тут же тоже с бандеровским режимом есть вопросы. От Польши внезапно. Причем там такой шум поднялся. Ну, вроде как всех успокаивают. Ничего-ничего, там Сейм проголосует, вернут эти деньги за старлинки. Потому что касается вообще не только там удара по бандеризму, да, как высказался Навроцкий, новый президент Польши, а еще и конкретных выплат и тем же украинцам, и помощь, и так далее. То есть, смотрите... Уголовная статья за там, флаг УПА в Польше, ну, это же как раз-таки и контрдвижение в сторону изменений внутри Украины, причем от соседа, и вроде как такого полностью европейского, достаточно мощного. Ну вот, не будем преувеличивать значение там, силу Польши, но не будем преуменьшать. Нет, у Польши сил немало, и они будут перерастать. Постепенно Польша – это главный позитивный пример такого транзита посткоммунистического. Они действительно… Это, пожалуй, страна, которая максимум извлекла из своей интеграции в евроструктуры, получив максимальные деньги и наиболее, так сказать, эффективно их использовав. Так что Польша будет усиливаться в этом европейском лагере, и ее нынешнее поведение, ее оценка бандеровщины как токсичной идеологии, токсичной и для Востока, и для Запада, это первый такой прорыв в якобы едином европейском фронте. Прорыв этот будет расширяться. Это очень важно. Кстати, там действительно отменяется вот это самое 800 плюс, 800 евро для украинского беженца, плюс доступ к медицине. Это будет
видимо, предоставляться только тем, кто работает, легально работает в Польше. Нелегальных просят не беспокоиться. Ну и из этой помощи будут исключены бандеровцы. То есть будет изучаться внимательно личность и лицо в социальных сетях всех претендентов на помощь. И бандеровцы будут из помощи исключаться, идейные бандеровцы. И, в принципе, это будет преследоваться в уголовном порядке. Это тоже практически неизбежно, сколько бы по этому поводу не топали ногами какие-то силы в Украине. Значит, а следом вполне вероятно присоединятся к этой же антибандеровской линии и Словакия, и Венгрия. И, в идеале, конечно, может быть, когда-то и Чехия, потому что все эти народы пострадали от бандеровцев. И я думаю, что рано или поздно они об этом вспомнят и вовсе не захотят дальнейшей героизации бандеровцев, еще и перенесенной на европейскую почву вместе с украинскими релокантами. Так что дойдет и до этого. Но этого мало. Вот такого некого идейного очищения от бандеровской чумы, этого все-таки мало. И нужен некий проект, европейский проект выхода из войны. Вот про американский мы уже сказали. У меня нет ни малейших сомнений. Я просто даже знаю многих специалистов по политологии, по конфликтологии, по стратегированию, которые годами, уже десятилетиями некоторые работают в Соединенных Штатах. И могу себе представить, в каком направлении сейчас эта коллективная работа невидимая миру движется. И американцы не откажутся от сценария выхода из этой прокси-войны, желательно по классике Киссинджера. Они будут стремиться к этому и будут страховаться от афганской катастрофы. Непонятно, а вот что будет делать Европа, это вопрос. Так вот, непонятно, что будет делать Европа. Деньги дают, режим поддерживают, Зеленского, собственно, привечают, он на них может опереться и продолжает опираться, и будет это делать, потому что возникает же тоже очень тонкий момент, вопрос легитимности, да? Лавров четко, вот уже в который раз, но это уже четкий, понятный посыл со стороны России, конкретный, то есть Зеленского признаем как де-факто лидера режима, но вот с ним подписывать мирные договоры, тут уже будут вопросы. Наверное, будет не он подписывать мирный договор. И вот это все гуляет, она то всплывает, то опускается ближе к дну, тема выборов, да? Внезапно Залужный раздает очень несвойственное генералу, железному генералу, военному интервью в подкастах об образовании, о школах. Высказывается вообще по-разному, да, поводу. Он фигурирует, маячит где-то там из туманного Альбиона. И возникает же главный момент. Но если Зеленский собственно, получил какие-то гарантии от Европы поддержки, да, он же будет планировать переизбраться сам. Стать легитимным для подписания чего-то вместе с Европой. И это принципиально важный момент. С Европой, где есть и поляки, где есть и венгры. Скандал же там жуткий, он там набирает обороты. Это пинг-понг, да, вот этими заявлениями по дружбе. Орбан там ночью тоже высказался по этому поводу. То есть мы понимаем, что через Зеленского, и вот это острие может быть направлено как в сторону России, понятно, да, потому что идет война, но оно может направлено быть и на любого лидера, который на европейском континенте, где-то, скажем так, идет не туда. У Европы нет реального коллективного целеполагания, у нее нет сценария выхода из прокси-войны. Они понимают, что принятие на себя ответственности от Соединенных Штатов практически неизбежно, только пытаются затянуть этот процесс и по возможности оставить хоть в каком-то качестве Соединенные Штаты, хоть в качестве страхующего какого-то игрока
Ну, например, если мы Еврокорпус какой-то вводим на территорию Украины, то мы его вводим только в одном случае, если Соединенные Штаты все-таки страхуют, во-первых, разведкой, а во-вторых, самое главное, обеспечивают закрытое небо. Вот, обеспечивают бесполетную зону. А бесполетную зону они должны обеспечивать и в воздухе своей авиации, расположенной неподалеку, скажем, в Польше и в Румынии, и одновременно на земле, расположив там значительный пояс своих ПРО, своих каких-нибудь патриотов и иджисов. Вот если Соединенные Штаты скажут, что мы обеспечиваем вам постоянную разведку и обеспечиваем бесполетную зону, то тогда под этим зонтиком Еврокорпус, якобы пока на словах, рискнет зайти туда. 1050, вот они там пытаются набрать. Но если Соединенные Штаты скажут, что, извините, ребята, это все без нас, это все, во-первых, под вашим руководством и планированием, это все основываясь на вашем военном потенциале и за ваши деньги. А мы, вот дайте нам какой-то план ваших дальнейших действий по оказанию военно-политического давления на Россию, чтобы изменить ее переговорную позицию, положите этот план на стол. И тогда мы посмотрим на этот план, насколько он работоспособен, и решим, помогать или не помогать, и в чем. И если помогать, то в чем и зачем. Тогда мы решим. План, пожалуйста, на стол, сказал Байден, простите, сказал Трамп, не к ночи будет помянут, сказал Трамп европейской группе, европейской это агитбригаде, когда принимал их в Белом доме. И вроде бы на этой неделе Европа обещала этот план выработать и положить на стол. Смотрите, тут же нужно вот опять-таки, мы вот это вот ходим по кругу, но тут разница заключается в чем? Что такое Европа? Это вот Еврокомиссия, это вот лидеры, или вот кто? Это надстройка европейская. Потому что, простите, пожалуйста, но я не просто так упомянул, про поляков мы поговорили, давайте венгров добавим. Сиярто выходит, грозит последствиями Орбан из-за ударов по нефтепроводу, а Сиярто сегодня вышел и говорит, это, ребята, это равносильно нападению Украины на Венгрию. То есть, Украина на Венгрию напала. Пока мы здесь обсуждаем, как мир принести на украинские земли. Так, а какие этого последствия могут быть? Я чуть-чуть отвечу, кто такая Европа. Это действительно понятие плывущее такое, расползающееся. Вот сейчас Европа, о которой мы говорим, и которая пытается взять на себя прокси-войну на территории Украины против России, это вот 7 нянек. Те 7 нянек, которые ездили вместе с Зеленским в качестве агитбригады на вот эту Вашингтонскую гастроль. Это 5 стран, Евротройка, Британия, Франция, Германия. К ним примкнули Италия и Финляндия. И 2 института, 2 организации. Это Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен и это НАТО во главе с неутомимым Марком Рютте. Вот 5 стран плюс 2 организации, 7 нянек, вот они и ездили в Вашингтон. И, собственно, они сейчас в основном и пытаются, договорившись там с Трампом, который дал им неделю, вот сейчас своять этот самый план, как оказать военно-политическое давление на Россию с целью изменения ее переговорной позиции. Давайте сразу скажем, что ничего из этого плана не выйдет, потому что уже видно, что там в этом плане, который Европа готовит, а утечки идут, там роль Соединенных Штатов по-прежнему решающая, и все делается под их руководством, под их ответственность, с использованием их оружия и так далее. А свое оружие они используют за свои деньги, естественно. Поэтому все 3 условия Трампа нарушаются в европейском плане, и, скорее всего, Трамп план этот не примет. И после этого рухнет и миф о Еврокорпусе, который якобы может туда зайти. Причем, ладно бы зайти, предварительно договорившись с Россией. А то ведь предполагается, что можно и не договариваться. Ведь никто даже не попробовал. Никаких контактов не установил. Да? Можно зайти, не спрашивая
как Россия к этому относится, а может быть даже и вопреки очевидным запретам, очевидным угрозам со стороны России. А такого рода запреты и угрозы звучат. Так вот, этот миф о Еврокорпусе, видимо, в течение где-то недели-полутора рухнет. И Трамп явно на это рассчитывает. Вот Трамп так и сказал. Он не сказал «нет» гостям европейским. Он сказал: окей, давайте ваш план, и мы его почитаем. И когда он увидит, что там главная роль и главные ресурсы американские, и их же ответственность за финал, который они предвидят, он скажет нет. Теперь что все-таки с Европой? Когда это саморазоблачение состоится, плана-то нет. Дальше встанет вопрос, а есть ли все-таки реалистический сценарий для Европы, как выйти из войны, не беря на себя ответственность за ее неизбежный результат. И здесь должен у Европы появиться какой-то лидер. И вот я, перебрав всех, я смотрю... Вот у этой Европы 5+2, я думаю, что наибольшие шансы на оздоровление ментальное и на какое-то стратегирование все-таки в Германии. Почему? Потому что мы видели покаяние Фридриха Мерца. Что он фактически сказал? Он сказал, что все, прежней Германии нет и больше не будет. Германия была, внимание, промышленным лидером всего мира. Действительно, Германия была конкурентоспособна по всем видам промышленного производства. Она была на первом месте в мире по экспорту промышленной продукции. И Германия зарабатывала столько, что это позволяло ей иметь государство всеобщего благоденствия. Это была страна с профицитом бюджета в 100 миллиардов евро ежегодно. И это позволяло действительно поддерживать очень высокий уровень социальной обеспеченности внутренней и доходов населения. Образ жизни соответствующий, самоощущение, ментальность германскую это позволяло поддерживать. Но в этой основе очевидным образом были важны много вещей, но я выделю две. Во-первых, это энергетика, которая возникала с 60-х годов прошлого века, когда мудрые и упорные немецкие руководители заключили сначала сделку газ-трубы, вопреки возражениям Соединенных Штатов Америки, вопреки их жуткому давлению, построили сеть магистральных газопроводов, соединивших газовые месторождения России с Европой. И на этом стала, как на дрожжах, подрастать эта самая знаменитая промышленность. А потом они вот эту новую восточную политику осуществляли, что мы в конфликтах не участвуем. Мы участвуем в разрядке международной напряженности и извлекаем выгоды из этого положения как промышленный экспортер. Вот это все им позволило подняться. И когда сейчас Германия сначала подорвала сама свою энергетику, отказалась от знаменитой при Меркель, помните, была такая индустрия 4.0, готова была уже создавать Германия. Индустрия 4.0 означало, что будут работать роботизированные на производстве, роботизированные комплексы под руководством искусственного интеллекта. И тогда не нужна, дескать, будет массовая иммиграция рабочая. Ну и так далее. Все это в прошлом, как сказал Мерц. Мы больше не промышленные лидеры, это навсегда. Мы не конкурентоспособны в основных отраслях промышленности более, и это навсегда. Издержки в нашем производстве слишком велики, и мы их уже не снизим. Мы уже не поднимемся, и поэтому мы не в состоянии потянуть больше государства всеобщего благоденствия. У нас вместо 100-миллиардного профицита в бюджете у нас в следующем году свыше 30 миллиардов минимум будет дыра. Мы должны ее закрыть. И, как сказал Мерц, вполне вероятно, что закрывать придется, перераспределяя деньги из социальных статей в другие статьи. В том числе эти 9 миллиардов евро обеспечивают для Украины в год. И в том числе давая эти деньги на возрождение военной промышленности, на развитие военно-промышленного комплекса. А всем остальным заткнуться и подтягивать пояса. И так на десятилетия вперед. Если Мерц говорит... Само по себе покаяние было правильным актом. Но если за этим последует практический вывод, что надо действительно затягивать пояса и ремилитаризироваться ускоренно и возвращаться к идее некого
такого мощного военного лагеря, нависающего над Западной Европой. Но это все, это катастрофа, но никто ему этого не позволит, никто этого не даст. И социал-демократы, которые с ним в коалиции, они в ужасе от этой перспективы, от перспективы кромсать социальный бюджет таким образом. Они потеряют остатки своего электората на этом. Вообще, они и так сдают электорат левым той же Саре Вагенкнехт. А тут они потеряют остатки электората. И поэтому рухнет промышленность, рухнет, простите, правительство, если только Мерц попытается это воплотить на практике. Выйдут оттуда социал-демократы, досрочные выборы, и мы знаем, кто за счет этих выборов поднимется и, наконец, войдет в правительство Германии. Это альтернатива. Возможно, с ними заключить, наконец, союз обновленный ХДС. Обновленный уже без лидеров типа Мерца, если он не отрезвеет политически. Ну, вот смотрите, такая дилемма для Германии. И я предполагаю, что это отрезвление произойдет. Здесь очень отрезвление важно, и оздоровление. Здесь очень важно понимать сроки и перспективы. Это как раз процессы, которые укладываются вот в этот год-полтора, которые хочет повоевать еще Зеленский. И, собственно, в то, с чего вы начинали, вот с режимом доигрывания, да, в войне для Зеленского. Однако, очень интересно выглядит взгляд такой альтернативный в сторону той же Российской Федерации. И давайте о России поговорим сейчас. Да? Как собирается выходить из войны Россия, и будет ли вообще выходить, и, собственно, кому это нужно, кому это не нужно. Телеграф публикует материал очень такой интересный, и мы, по большому счету, привыкли в таком ключе говорить об Украине. Там украинские элиты, люди, которые зарабатывают на войне, люди, которые там при войне, да, кто был никем, тут станет всем. Но ведь подобные же тенденции, они не так подсвечены, но присутствуют и в российской стороне. И об этом пишется Телеграф, что есть целая прям категории населения, которые не хотят, чтобы война закончилась. Они получают выплаты, они получают зарплаты, невиданные там в глубинке Российской Федерации или там в каких-то провинциальных регионах. И вот этот материал, он так немножко дает плюс-минус подумать об объективности происходящего. Насколько социальные последствия от продолжения или завершения войны сказываются на России? Как вы отвечаете на этот вопрос? Россия нынешняя – это государство иерархическое, автократическое, дисциплинарное, консолидированное. И там вот какой-то бунт низовой. Дескать, давайте мы все-таки продолжим войну. Нет, ни в коем случае нельзя выходить. Но он в социальных сетях он может как-то давать какие-то всполохи. Но это не скажется на государственном курсе. В этом смысле консолидация достаточно высокая. Что касается целеполагания в России, да, насколько я это вижу, насколько я делаю выводы из собственных наблюдений и своего общения, решение о выходе из войны, о том, что не надо довоевывать до какого-то недостижимого результата и допустить надлом, перегрузку государственного организма и получить в итоге такой результат, ты который не потянешь и не поднимешь после войны. Решение о том, что да, выходить надо на этом этапе, оно принято. Это стратегическое решение. И весь вопрос, чтобы добиться оформления того, о чем мы говорим уже несколько с вами наших бесед, это управляемое неполное поражение. Да, поражение будет неполным, но есть некоторые вещи, есть некий минимальный необходимый пакет, который мы обязаны зафиксировать в мирном договоре. И вот сейчас со стороны России борьба за то, чтобы этот минимальный необходимый пакет был принят другой стороной. Такое ощущение, что на Аляске в ходе бесед состоялось принятие этого минимального необходимого для России пакета со стороны Соединенных Штатов Америки. Это, когда Трамп вник в
в содержание этого пакета и осознал его рациональность, это его успокоило. Вот поэтому он сказал, как замечательно, много раз сказал, мы поговорили, и поэтому он начал дистанцирование от войны. Он понял, что этот минимально необходимый пакет в принципе Соединенные Штаты устроят. И дальше вопрос о том, как транслировать это практическое понимание, достигнутое между Вашингтоном и Москвой, как транслировать сначала на Европу, потому что Трамп не заинтересован порвать с ней, она ему нужна. Мягко транслировать на Европу и, естественно, транслировать на Киев. Вот этим, собственно, стороны сейчас и занимаются. Для Москвы что сейчас категорически важно? Вот сейчас все уперлось вроде бы в два тупика. Но слово «тупик» я беру в кавычках, потому что на самом деле это не тупики. Потому что это скорее пороги или какие-то лежачие полицейские, да, которые можно преодолеть. Но воспринимается многими это как тупик. Это малый тупик или скорее пробка в виде Зеленского, его упрямства и его трусости. Трусость и упрямство – вот что, к сожалению, подводит сейчас в финале окончательно Владимира Зеленского. Он боится своих радикалов, он боится вот этих вооруженных бандеровцев, которых сам распустил, дал им так разгуляться, дал им так героизироваться, а теперь, да, они для него такие заплечных дел хозяева, которые за ним присматривают и лишают его свободы дипломатического маневра. Ну, даже иногда публично об этом заявляя. Вот. И вот трусость и упрямство. Чего здесь больше, я думаю, вам виднее. Может быть, собственное упрямство тоже как-то превалирует. Вот упрусь, но, значит, не подвинусь. В каких сочетаниях эти два качества, упрямство и трусость, сейчас в Зеленском соединяются, не берусь судить. Но два эти вот его свойства, они создают эту некую временную пробку, которая может быть преодолена и, скорее всего, будет преодолена путем, как мы говорили раньше, отставки Зеленского вынужденной, если он не готов к ней добровольно, и путем проведения выборов без него. Ни в качестве организатора, ни в качестве кандидата в этих выборах он участвовать не должен. Что касается второго тупика, тоже вполне преодолимого, это трусость и упорство, упрямство Европы. Ну, Европы вот в том узком понимании, о котором мы раньше говорили. Там тоже боятся. Боятся, но чего? Боятся, по большому счету, неизбежного преобразования самой Европы. Вот как только война закончится, и закончится она поражением, правильно оформленным поражением Киевской корпорации войны, не Украины в целом, Украина, может быть, даже и выиграет, а вот поражение Киевской корпорации войны будет оформлено, естественно, Россия усилится, и нужно будет жить в новой Европе рядом с усилившейся Россией, которая вот начинает осваивать новый символический капитал в качестве победителя в этом конфликте, который настоял на своем, который уважать себя заставил и лучше выдумать не мог, который теперь вернулся в статус великой державы, считайтесь со мной, слушайте меня, уважайте мои интересы. Вот с этой Россией жить теперь в Европе рядом, это значит, Европа будет неизбежно адаптироваться и меняться. И в Европе произойдет неизбежное обновление элит. Придут такие элиты, которые смогут в эту новую эпоху приспособиться к ней и найти интерес европейский вот в этой новой эпохе. Это значит, произойдет некая, ну, условно говоря, трампизация Европы, трампизация европейских элит. И вот нынешние руководители европейских государств боятся этого. Ну, смотрите, боятся. Тут такой момент. И поэтому упрямо. Всегда легко там как-то моделировать ну, там, с какого-то расстояния, да, там, будущее.
Но я хотел бы вот развернуть вас в другую сторону. По ход вашей мысли имеется в виду. Ведь кажется, что рисуя какой-то образ будущего, это действительно, ну, для многих прям указатель дорожный, да, то есть вот куда все идет, чтобы понимать, там готовиться. Это там надежды питает многие и многих. Это какой-то дает перспективу. Однако нужно же четко давать себе отчет, а что произошло и что уже не вернуть. Я бы хотел коснуться вот каких, ну, скажем так, аспектов этой проблемы в завершении нашей сегодняшней встречи. Вышел Подоляк и говорит, что справедливый мир, ну, он фактически уже наступил. Почему? Потому что русские и украинцы не будут братскими народами, потому что, ну, это, в общем, там это все братство, это все вот замшелая вот эта советская пропаганда, говорит Подоляк, и, в общем, теперь этого не будет никогда. То есть справедливый мир уже наступил, потому что русский и украинец разъединены, ну, навсегда, условно, Враги навек. этой войной. Угу. И меня это наталкивает на мысль обсудить, а что мы потеряли. Потому что если так вот подумать и так вот, ну, оценить. Ну, вот вчера, например, вечером была вот эта вот история. Ну, она продолжается история на самом деле. Параллельно там Украинская православная церковь проводит большие крестные, ну, там, мероприятия, большой крестный ход в Почаевскую лавру. Крестный ход в Почаевскую лавру. Там одного священника многодетного, в общем, приняли уже на полигоне в Ровно, а священник... Чудовищный какой-то священник просто помогал слабоходячим, ну, вот, людям, больным, да, просто поучаствовать в этом мероприятии духовном. Ну, в общем, его приняли, отправили. Но параллельно же происходит ревизия, например, святынь, мощей Киево-Печерской лавры. И вчера появилась такая странная информация, что украинские греко-католики вроде как во Львове будут принимать эти мощи святых. И, мол, смотрите, вот оно единение духовного украинского мира, католики, православные мощи из Киево-Печерской лавры теперь у нас. Потом он удалил этот пост, да, ну, потому что, видимо, все-таки тема серьезная, то есть раздражитель серьезный. Слово «окатоличивание» помнят, несмотря на то, что историю забыли, историю как бы выбросили, но вот как раз-таки на тех землях почему-то считается, что все помнят только Бандеру, Шухевича, ну вот это вот все помнят. Да нет, там помнят и что было раньше, там помнят и вот эти все и унии, и, скажем так, католики, православные, там тоже это живет, просто это немножко глубже. Так вот, не кажется ли вам, что с этой войной мы уже безвозвратно потеряли кое-что большее, чем можем приобрести условно, там, расставляя фишки или там какие-то засечки где-нибудь там в будущем? Ну, с этой войной мы очень много действительно потеряли. Мы потеряли, в первую очередь, конечно, жизни людей. И потеряли многие судьбы. Потому что люди, которые даже выжили, но вынуждены были все бросить, переезжать, там, расставаться, ломать все планы, терять профессии. Вот это все погибшие люди и изломанные людские судьбы и разваленные семьи. Вот это самая страшная потеря. Но если мы переходим на уровень государств и наций, хотя в Украине нация так и не сформирована, там формировалась политическая нация, но не успела сформироваться и сорвалось вот это этнократическое сектантство. Но, тем не менее, на уровень нации, если мы выйдем, то, конечно, самое главное, что было потеряно, это потеряно время на развитие, возможности, связанные с развитием. Не буду сейчас опять углубляться, какой была Украина там в 1991 году и как она выглядит сейчас, и где и каким образом 52 миллиона превратились в 20 с демографической ямой на десятилетия вперед.
Вот это все потеряно. Это уже, к сожалению, не вернешь. Все это нужно врачевать, восстанавливать, воссоздавать, соединять по возможности и так далее. Но сейчас происходит любопытным образом обратное. Происходит внимание к тому, к истокам нашей общей истории. Иногда вот в каких-то анекдотических пересказах этой общей истории, а иногда и в серьезных вещах. И я вот всячески в связи с тем, что увидел по телевизору, как Киту Келлогу вручают орден Ярослава Мудрого, и он гордо его несет, я подумал, что хорошо бы, чтобы вот сейчас, увидев эту картинку на экранах, украинцы почитали побольше бы о том, кто такой был вообще Ярослав Мудрый, чем он заслужил это прозвище Мудрый, кстати, прозвище все-таки в основном посмертное, и кто вообще такие были вот эти первые князья, русские князья-то, так они себя сами называли. Было на самом деле в начале 3 великих князя-государственника. Это вот Владимир Креститель, принесший православие на Русь, это Ярослав Мудрый и это Владимир Мономах. Вот 2 Владимира и 1 Ярослав, 3 великих князя-государственника, положившие основу, это 3 корня нашей общей государственности. Ну, о Владимире многие знают, не возвращаемся. Хотя отмечу только одну черту, которая дальше повторяется. Владимир соединял Крым, поход на Херсонес, который тогда назывался Корсунем, Белоруссию нынешнюю, поход на Полоцк, ну и, соответственно, Киев. А сам он был, кстати, Владимир, изначально князем новгородским. Вот смотрите, как все земли объединял. Тот же Ярослав, князь Ростовский, князь Новгородский, Ярослав Мудрый, да? И потом уже великий князь Киевский, но из его долгого правления, правил он 38 лет великим князем, значит, из его долгого правления он 20 лет предпочитал проводить в Новгороде. По многим причинам, почитайте об этом. Ну и что касается, да, кстати, и походы-то Ярослава Мудрого куда? Он, значит, основной Тьму-Таракань, Крым, опять-таки, Беларусь, с Бречиславом там сражался за Витебск, потом в Балтию, извините, но Эстония заложил Юрьев и Литва, ну и многие другие славные походы, ну и, конечно, он сооружал храмы, храм в Смоленске. И многие другие за ним славные дела. Но самое главное, Ярослав Мудрый, чем был мудр? Был такой замечательный документ, назывался «Русская правда». А правда – это был судебник первый, то есть правда была в смысле юстиция, это в смысле справедливость. И вот эта самая русская правда, так она и называлась, так она и вошла в анналы истории и впервые принесла законность на наши земли вместо произвола. Ну, что касается Владимира Мономаха, то он, кроме всего прочего, опять-таки, вот эта манера любопытная, да, повоевать с тем, с кем ты хотел бы дружить. Он совершил поход тоже на Византию, и не один, кстати, но с какой целью? По итогам похода подружиться. Вот. И оставил замечательное поучение своим сыновьям, как надо управлять государством. Я бы эту книгу Владимира Мономаха издал бы сейчас массовым тиражом. Там много советов правильных и справедливых для сегодняшнего дня. Вот этот интерес к общим корням, из которых мы вышли, и которые назывались русскими, давайте, пожалуй, вот сейчас, как бы это ни было сложно, как бы опять не сталкивали нас лбами, попробуем возродить, сохранить и научить себя уважать. Себя и наших детей. Надо научить уважать эти общие корни. Они нам сейчас очень пригодятся, потому что в той суете, в той разноголосице,
в тех склоках ежедневных, в той ругани чудовищной, которая идет в социальных сетях, в оскорблениях взаимных, в травле, в провозглашении, что все, теперь никогда только враги, близко не подойду, через все эти расколы, прошедшие сквозь миллионы семей, живущих в разделении и в рассеянии, вот через все это придется перешагнуть и подняться. И надо сделать это не через десятилетия и поколения, а уже в самое ближайшее время, потому что подходим вплотную к миру. И сотворение мира может быть задачей гораздо более сложной и болезненной, чем ввязаться по недоразумению, по ошибке или, может быть, по стечению обстоятельств вынужденно, но ввязаться в войну. Вот сотворение мира к этой миссии давайте себя коллективно готовить. Надеюсь, что отчасти вот в наших с вами беседах это и происходит. Да, не забывай свои корни. Помним, есть вещи на порядок выше. На самом деле это, наверное, есть, может быть, частично, не полностью, понятное дело, но частично какой-то рецепт понимания того, что с нами со всеми происходит. Это вот обратиться вот к князьям, да, понять суть междоусобных войн, понять внешнюю политику, которую проводили те или иные. И вот с чем я полностью согласен с вами, это надо себя уважать. Потому что себя уважать. Потому что когда мы, с одной стороны, говорим лишь бы не как там, россияне, не как москали, а с другой стороны, разводим руками И делать это мерилом успеха. То есть, насколько не так, настолько успешно. И как бы вот это вот гнуть спины, горбы, преклонять головы перед другими, ну вот с другой стороны, да, то есть находясь в тех странах, находясь в отношениях с теми странами, получая эту там помощь и 11 раз говорить спасибо за там условно 5 минут, перед белым господином снимать свою шапку. Ну вот здесь нужно действительно осознать, что с нами происходит. И в историческом, и в моральном, и в духовном смысле этого слова. Спасибо, что помогаете разбираться. Сергей Станкевич был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо вам. Мира и благополучия всем. Друзья, пишите в комментариях, что думаете. Ставьте лайк, не забывайте. Подписывайтесь, чтобы не потеряться и не пропустить новое видео. Берегите себя и друг друга. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.